Жабка. Самый популярный магазин в Польше, который можно найти буквально на каждом углу. Мы хотим рассказать побольше вообще об истории этого магазина, о том, как все устроено. Жабка, она тут заполонила всю Польшу. 8860 жабок. Не прошло, наверное, и 2 минут ходьбы. 3 жабки просто в шаговой доступности. Если ты покупаешь себе франшизу жабки, тебе придется самому в ней работать. Владельцем жабки может оказаться любой желающий. Даже иностранец. Да. Первый вклад 5000, это сама сеть. Тебе организует место, заплатят за аренду, за свет, за электричество, за все. У меня есть 5000, и я вообще каждый месяц могу открывать эти жабки. Жабка. Самый популярный магазин в Польше, который можно найти буквально на каждом углу. Каждый, кто живет, жил или просто бывал в Польше больше 1-2 дней, наверняка заходили туда. Сегодня мы хотим рассказать побольше вообще об истории этого магазина, о том, как все устроено. Нам самим стало это интересно, и мы решили поделиться с вами. Если вы думаете, что самые популярные магазины в Польше это магазины одежды, или Бедронка, или еще какие-то магазины с едой, или вы думаете, что фастфуд самый популярный это Макдональдс, или там, не знаю, KFC, или самая популярная кофейня это Starbucks. Да, вы глубоко ошибаетесь. В Польше все то, что я перечислила, занимает только одна жабка. Жабка, она тут заполонила всю Польшу. Тут можно сделать все. Тут можно выпить быстрый чай, кофе за очень доступную цену. Она работает по воскресеньям, что очень тоже большой плюс. Можно всегда зайти, что-то купить. Там все продукты необходимые, первой необходимости продаются. Также хот-доги, там какие-то бутеры, какие-то еще что-то, какая-то еда. И всегда это можно тоже в пешей доступности. И по очень выгодным ценам можно это все взять, схватить быстренько, не нужно ждать очереди. Ну, конечно, не все выгодно, но кофе с хот-догом, да, лучше, чем в каких-то фастфудных заведениях. Да, и поэтому, ребята, жабка в Польше занимает лидирующие позиции по всем фронтам. Да каждый человек, живущий в Польше, несколько раз в неделю точно пойдет, купит там что-то, не знаю, энергетик, потому что они находятся в очень удобных всегда местах. Их слишком много. Да, их слишком много. По статистике сейчас 8860 жабок. Это с официального сайта. Прикиньте, на Польшу. Я в шоке. И они всегда находятся в таких местах, там, возле дома, возле подъезда, не знаю, в шаговой доступности, понимаете, да, чтобы не идти далеко куда-то в Lidl, в Бедронку, в Carrefour, еще какой-то магазин. И касательно работы по воскресеньям, это реально единственный магазин, который работает вне торговое воскресенье, и это дает им огромную прибыль, я думаю. Но здесь куча ограничений в Польше с работой по воскресеньям, и жабка просто уже на каком-то мастерском уровне по обходу этих ограничений. Изначально, я помню, была такая схема, что для почтовых заведений, отделений это ограничение не действовало. И жабка за счет этого обходила. То есть и там до сих пор можно получать какие-то посылки, мы даже пользовались сами этим несколько раз, довольно удобно. А на данный момент закон такой, что в воскресенье в магазине может работать либо сам хозяин этого магазина, либо члены его семьи. Ну и это так и работает. И поэтому те, кто покупают франшизу, сами же стоят обычно за прилавком. Ну, может, даже не только в воскресенье, в остальные дни тоже. Поскольку финансовые детали мы расскажем чуть позже. Мы немножко изучали вопрос. И реально хозяину не получится отдохнуть, если ты покупаешь себе франшизу жабки, тебе придется самому в ней работать. Из плюсов, помимо того, что жабка работает по воскресеньям, а также в будние дни с 6 до 23 часов, это все жабки так работают, это условия сети. Из плюсов еще есть аппликация, приложение, там можно собирать баллы, жабсы, и за них потом что-то себе выменивать. Бесплатно мы в прошлом году получили маленький пакетик крекеров. Мы довольно редко ходим в жабку, в основном либо чай, кофе, хот-дог, либо когда что-то совсем забыли купить, либо в какой-то поездке, когда воскресенье, там все такое. В общем-то, еще помимо этих жабсов бывают просто какие-то акции. Мы брали бесплатно Пепси, и была еще, помню, акция какая-то с мороженым, но мы не нашли. В итоге тоже, если вы ходите в жабку, то пользуйтесь обязательно приложением. Нет смысла им не пользоваться.
Ну, они как бы дают эти жабсы, но там надо Их тысячи очень мало. насобирать. Не, если, Чтобы что-то стоящее купить, надо там 1000 жабсов насобирать. ну, если ты часто Если это ходишь, не то да. пакет, если это не пакет. Ну да, можно заработать да. там, там, не знаю, банку колы. Если Но ходишь это тоже раз в от неделю. 1000 жабсов. А чтобы 1000 Ну, это жабсов много. заработать, это надо реально ходить каждый день и много-много. Но очень много людей делают даже закупы в этих Да, магазинах. вот это самое Ну странное. Идут с пакетом полностью Мгм. купленным в Жабке. Немного историй. Первые 7 экспериментальных магазинов из сети Жабки были открыты в Познани и пригороде польским бизнесменом Мариушем Свитальским. Он же основатель Бедронки, магазина Еврокэш. Короче, один из богатейших людей Польши на протяжении буквально 20 лет. Идея Жабки заключалась в том, чтобы быть таким маленьким удобным магазином на углу дома по типу 7-Eleven, который уже давно во многих странах очень даже успешно работал. Сеть быстро росла, и уже в 2005 году количество магазинов было около 1700. В 2007 году сеть была выкуплена инвестиционной компанией из Чехии, и сумма транзакций была в районе 500 миллионов злотых. Жабка всегда выделяла своим ярким логотипом. Сначала это была зеленая лягушка на желтом фоне, и в 2016 году у них сменился логотип. И мы, когда были в Польше, застали еще и старый логотип, и он нам показался очень забавным, и мы его как-то запомнили. На данный момент логотип такой более стилизованный, как бы глаза и улыбка лягушки, и довольно привлекательный, и сделано все в одном стиле во всех магазинах. На данный момент, судя по статистике, примерно по 1000 магазинов открывается каждый год, и скорость их роста только повышается. Что касается распространенности жабок, вот сейчас мы на главной центральной улице, и вот здесь по этой стороне жабка, буквально метров даже 100 нету, с той стороны еще одна жабка, пожалуйста, и по этой же улице, по этой же стороне, буквально еще через пару минут ходьбы, еще жабка. Это вполне стандартная ситуация для большого города. И вот, собственно, не прошло, наверное, и 2 минут ходьбы. 3 жабки просто в шаговой доступности. Такие дела, конкуренция внутренняя у них просто дикая. Но и самое интересное, оказывается, что владельцем жабки может оказаться любой желающий. Даже иностранец. Да, то есть это франшиза, ты можешь купить за 5000 злотых, но это вообще Там, недорого. да, первый вклад 5000, это типа купить кассу, и там еще какие-то взносы. И все, и дальше жабка, сама сеть тебе организует место, заплатит за аренду, за Это свет, же- за электричество, Мгм. за все. Ну, как бы поможет с оформлением, со всеми делами. Тебе не нужно будет запариться над тем, чтобы закупать эти же продукты. Да, они все привозят. Да. Твоя задача только продавать Ну, и стоять на платить кассе, налоги да. там. Да. Ну и, как мы поняли, им даже не нужно выбирать место, где будет стоять жабка. Возможно, да. То есть Скорее выкупать, всего, сеть да. сама как бы заинтересована найти хорошее место проходное. Мгм. Ну, конечно, не все так просто. Ну, звучит все Очень, Звучит типа, все для очень любого. классно, да. Да, Всего то лишь есть 5000 заплатил и любой- стой за кассой. Любой Ну. человек может начать такой типа бизнес. Мгм. Даже вот, просто нужно там 1 или 2 поручителя, Мгм. подписать какой-то договор. И даже вот для иностранцев я смотрел, достаточно 2 поручителей, карты по быту и сдать экзамен на B1. B2. А, B2. Да, и Мгм. все, и пожалуйста, 5000 и жабка у тебя. Но есть минусы Но в этом, есть конечно. в этом минусе. Получается, ты покупаешь жабку. Ну, как бы не жабку, а Ну, франшизу право жабки. Да, право называться. владеть. Да. И вот ты владелец франшизы жабки. Казалось бы, все так классно. Ты заплатил всего лишь 5000 злотых. Почувствовал себя Да. бизнесменом. Но все не так просто. Попахивает это даже немного кабалой, потому что тебе нужно будет начать разбираться во всех нюансах финансовых. То есть, возможно, тебе нужно будет нанимать бухгалтера, Ну, вряд скорее ли всего. Да. сам человек сможет Мгм. разобраться в всей бухгалтерии. Ну, это не так просто. А это нужно уже оплачивать бухгалтера. Получается, что ты начинаешь тратить на бухгалтера, на налоги. Не факт, что тебе жабка начнет приносить прибыль, но при Да, этом, никак, конечно, классно, что тебе жабка уже дает готовый бизнес. То есть у тебя будет хорошее расположение, тебе не нужно вкладываться в рекламу и так далее, да? Да. Но Жабку знают все. Да, да. Но сложно будет, например, работать самому, если ты один будешь работать. 17 часов. Это И же без выходных. без Это выходных. либо всю семью надо в Да. этот бизнес включать,
Ну и тоже вряд ли будет вся семья работать и получает там, ну, Причём гроши, можно это, сказать, ну, да? то есть можно работать, ну, как бы, Мгм. бросать работу основную ради жабки я бы точно не стал, потому что, ну, это стабильный доход, а жабка это Мгм. нестабильный доход. Могут быть неудачные месяца, Ну, конечно, да. может быть там Неудачное какой-то место, там, не знаю. товар, срок годности, украли что-то, и все, у тебя нет прибыли. Кстати, да, А нельзя налоги надо забывать. платить, там еще что-то, Мгм. бухгалтеру надо платить. Нельзя забывать про то, что в каждом магазине, какой бы он ни был, ну, воруют, да? Ну, Это тоже, получается, все падает на твои худые хозяйственные. хозяйские Раз ты плечи. хозяин, отвечаю. Но, например, окей, ты хочешь нанять работника, но чтобы нанять работника, ты обязательно должен будет платить Ну, зарплату, ну, минимальную. Даже минималка около минимал- 3000, наверное, Но получается. еще, мне кажется, если человек будет работать по выходным, это уже по-другому оплачивается. Ну, даже если нет, ну, как бы, Мгм. магазин работает 17 часов. Это, Ну, скорее вот, всего, да. даже если работает хозяин Мгм. и один наемный сотрудник, он тоже должен без выходных быть. Скорее всего, это 2 или 3 сотрудника наемных. В общем-то, вот Сумма то, что выходит большая. Мгм. Мы хотели донести, что не так все Если идеально. кому-то предложат, Да. Не 10 так раз все идеально. подумайте. 10 раз подумайте, обдумайте, просчитайте, и только тогда, наверное, стоит Да, покупать. кстати, вот Франшизу. еще по статистике с сайта, типа, существует 7400 франчайзи, Мгм. франшизоберцев, и из них, ну, точнее, не из них, как бы по статистике тоже с официального сайта, по-моему, 70 сколько-то процентов магазинов генерирует минимум прибыль 22 тысячи. Даже если вот твой магазин прибыль получил там 22 тысячи, заплатить все налоги, заплатить 2-3 сотрудникам, Мгм. но останется, ну, 10, ну, не знаю, 15, это В общем-то, прям максимум. Это вообще не очень выгодно. Выгодно это только для самой жабки. Владельцев жабки франшизы Конечно, выгодно они-то- только им. И они не заботятся тем, что откроется соседняя жабка в 50 метрах, им это даже Мгм. хорошо. Но звучит очень круто. Типа, я тебе дам готовый бизнес, ты вложишь всего лишь 5000 и будешь сам бизнесменом. Если хочешь, ты можешь, типа, первое время работать на кассе. Ну, звучит-то классно. Ну да, как бы. потом ты типа казалось разберешься, бы, ну да. наймешь и будешь сидеть и ничего не Мгм. делать. Но по факту ничего не делать, наверное, не получится в жабке. Если ты нанимаешь Мгм. на минималку каких-то сотрудников, нужно их контролировать Да. первое время, может и не только первое. Вообще интересно было даже разобраться в этой теме. Вот, Ну, как-то правда. просто всегда Ну шли да. мимо и думали, ну прикольно. Ну, Ещё- типа, как их так много, вот Да. популярность такая. Наверное, вот низкий порог входа, Мгм. и из того, что вот я еще узнал, Да. эти владельцы магазинов меняются очень часто, разочаровываются. Ну, потому что не все так гладко. И главный минус, когда ты хочешь закрыть, ну, то есть уйти из этой франшизы, Мгм. получается, сама сеть выкупает у тебя весь остаток товара, Мгм. потому что они его привозили к тебе бесплатно, по сути. И тебе нужно со всей этой суммы заплатить налог на продажу. А если у А тебя сумма бюджет? может быть там пятизначная. И Трэш. кто-то влезал в долги там сотни Мгм. тысяч злотых. И оказывался вот банкротом после того, как выходил из франшизы. Я в шоке. То есть вы представляете, как можно попасть на деньги, Плюс- при этом заплатив просто Да, 5000? и затянув еще Да. поручителей вместе. Ой, вот так это. Поэтому я говорю, это немножко напоминает кабалу. Ну и еще, конечно, жабок, как мы говорили, очень много, и они просто на каждом шагу. И растут с каждым как годом. грибы. Ну, Возможно, многие люди и не разбираясь, Да. уже покупают эту типа, ну это же франшизу. легко, и это бизнес. Да. Но нужно все Обдумывать, анализировать. да. Вообще наш месседж, наверное, все-таки не в том, что мы хотели как-то сказать, что жабка это плохо, не покупать франшизу. Наверняка, если, я так думаю, если у человека есть экономическое образование, если он немного Или в этом разбирается, Типа да. вот работы в магазинах, там, например, Мгм. заказ, или вообще как устроена вообще система в магазине, ну лучше это разбираться, а не просто как прийти это с внутри улицы. все выглядит. У меня есть 5000, Да. я готов. Да, если, то я, ну, если вот со всеми этими условиями, то я думаю, что человек может справиться и, возможно, даже сеть открыть. Наверняка И как-то, да. есть люди, у которых Мгм. это хорошо удавалось. Но если вы ничего не просчитали, а просто думаете, о, у меня есть 5000, и я вообще каждый месяц могу открывать эти шапки, то нужно все-таки подумать. Вообще все, что касается финансов, бизнес, Да. ни с чем нельзя вот так вот в омут головой, не обдумав. Ну надо раз И 10 жабку уж все тем более, пересчитать,
продумать, анализировать, это важно. Мгм. Спасибо, что были с нами, послушали это интересное видео, потому Такой что формат оно необычно, да. Экспериментальный для нас, но вот нам самим стало интересно, и мы не могли Мгм. не изучить и не поделиться со всеми. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь и пока-пока. Пока.